Сегодняшним выпуском мы открываем новый цикл роликов о самых необычных обитателях воды, суши и неба в истории нашей планеты. Но в этот раз мы хотим познакомить наших зрителей не просто с удивительными или странными существами. Этот цикл мы хотим посвятить самым отмороженным животным, которые населяли Землю в разное время. Часто животные, которые отличаются бесстрашием и полным презрением к опасностям окружающего мира, являются не самыми большими по размерам животными. И не все они занимают верхние ступени пищевой пирамиды. Но при этом с такими отморозками животного мира не рискуют связываться даже самые крупные хищники. И начнем мы новый цикл с рассказа о подобных животных, обитающих в водной стихии. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Это позволит вам получать оповещения о выходе новых роликов сразу после их публикации. Также мы призываем всех зрителей активнее комментировать наши видеоролики и отмечать понравившиеся выпуски при помощи лайков. Эти действия продвигают канал по алгоритмам площадки и помогают создателям канала в разработке более интересного контента. О некоторых животных из нашего своеобразного рейтинга самых отмороженных подводных обитателей мы уже неоднократно упоминали в предыдущих выпусках. И часть из них является и самыми грозными, и самыми крупными хищниками своего времени. Но некоторые существа попали в этот список благодаря другим особенностям своих организмов, а также особым условиям существования и непредсказуемости поведения в критические моменты. Касатки. Отвоевавшее место главного хищника у исконных морских обитателей. Открывают список самых отмороженных подводных обитателей животные, которые находятся в первых строчках поисковых систем, если забить в них подобный запрос. Несмотря на то, что предки китообразных когда-то жили на суше, они смогли занять лидирующие позиции в современном мировом океане. Особенно удачно в этом плане все сложилось у касаток. Если не брать в расчет кашалотов, касатки являются крупнейшими хищными млекопитающими в водах Мирового океана. Они могут вырастать до 10 метров в длину и весить до 8 тонн. Размеры спинного плавника этих животных могут превышать 1,5 метра. Кроме того, они способны перемещаться в воде со скоростью до 50 километров в час. Узнать китов-убийц можно по уникальной черно-белой окраске. Причем на Земле не существует двух касаток с одинаковым рисунком. Предком касаток считается один из видов базилозавров, живших в морях кайнозойской эры около 40 миллионов лет назад. Среди более поздних родственников китов-убийц учеными описано всего 2 вида древних касаток. Они жили в неогене в период от 2,5 до 23 миллионов лет назад. Одни из них имели максимальную длину до 4 метров, другие, судя по найденным зубам, были более крупными. Похоже, что и те, и другие на тот момент уже были стайными животными и составляли серьезную конкуренцию главному хищнику своего времени – гигантской акуле – мегалодону. Живут касатки стаями до 20 особей. Они совместно охотятся на ластоногих и даже добычу, которая намного крупнее их по размерам, например, китов. Касатки нападают на такую жертву с разных сторон, не давая несчастному животному всплыть на поверхность, чтобы вдохнуть. Чтобы оторвать от тела кита кусок плоти, касаткам приходится действовать совместно. Причем эти морские млекопитающие отличаются высоким уровнем интеллекта и социального взаимодействия.
Иногда в наших роликах мы называем какое-нибудь животное кровожадным, но касаткам этот эпитет подходит в прямом смысле слова. Иногда они могут убить какое-либо животное не из-за голода, а просто тренируя молодняк. Также касатки регулярно развлекаются, подбрасывая свою жертву в воздух при помощи хвоста. Плезиозавры, рискующие маленькой головой, чтобы прокормить большое тело. Представители большого отряда плезиозавров населяли все моря и океаны эпохи динозавров. Их расцвет пришелся на юрский геологический период. В данном случае речь идет об отряде плезиозавроидов. Среди них было огромное количество гигантов, но питались они в основном рыбой. Эти ящеры, так же, как впоследствии китообразные, переселились в воду с суши, и многие из них смогли стать доминирующими хищниками своего времени. До недавнего времени среди ученых велись споры о том, что плезиозавры могли выходить на сушу для продолжения рода. Некоторые исследователи говорили, что они, как и родственные им динозавры, были яйцекладущими. То есть для того, чтобы отложить яйца, самки плезиозавров выбирались на песчаные пляжи, как современные черепахи. Но последние исследования показали, что эти существа все-таки были живородящими. Эти ластоногие существа имели крупное бычкообразное тело, длинную подвижную шею и небольшую голову. Пасть плезиозавроидов была усеяна острыми изогнутыми зубами. Но при их габаритах было достаточно сложно подобраться к рыбе на расстояние броска. Поэтому некоторые исследователи предположили, что тут им помогала их шея. Считается, что крупное тело ящера, благодаря длине и строению шеи, оставалось на удалении от потенциальной добычи и не вызывало у них никаких опасений. С одной стороны, это достаточно хитрый способ охоты. С другой стороны, кто-то более крупный мог посчитать небольшую голову легкой добычей. Получается, что плезиозавроидам приходилось в прямом смысле рисковать головой ради пропитания. Плеозавры – подводные тираннозавры юрского периода. Ближе к середине юрского периода от классических длинношеих плезиозавров отпочковались представители отряда плеозавров. Они специализировались на более крупной добыче, нежели рыба или птерозавры. Для этого плеозавры обзавелись не только внушительными размерами, но и огромной пастью с острыми зубами. Чем-то строение их черепов напоминает черепа современных крокодилов. Также, по мнению ученых, имеется много общего в способе охоты этих животных. Единственным соперником для самых крупных представителей этого подотряда могли быть только собственные родственники. Для удержания крупной добычи и разрывания ее плоти длинные шеи плезиозавров не были приспособлены совершенно. Поэтому плеозавры имели короткие, мощные шеи, позволявшие удерживать их массивные головы и охотиться на любую добычу. Считается, что челюсти этих монстров были не очень подвижными. Их основное достоинство заключалось в силе укуса. Поэтому куски мяса от тела жертвы они отрывали при помощи вращения всего тела, как делают крокодилы. Екилоптер – ночной кошмар из Девонского периода. Одним из доминирующих типов животных в морях Девонского периода были членистоногие, и, в частности, ракоскорпионы. Этим, закованные в панцирь и вооруженным страшными клешнями существам, не мог противостоять никто из тогдашних обитателей нашей планеты. И самым грозным среди ракоскорпионов, без сомнения, был Екилоптер. Он ничем не отличался от своих сородичей, но был намного крупнее их всех. По последним оценкам, длина тела этого ракоскорпиона составляет от 2,3 до 2,6 метра. Это делает его самым крупным членистоногим в истории планеты.
Его клешни могли с легкостью перекусывать как прочные панцири трилобитов, так и доспехи своих более мелких сородичей. Остается загадкой, как екилоптерам удалось вырасти до столь больших размеров. Считается, что даже в условиях Девонского периода такое массивное тело не смогло бы обеспечивать себя кислородом для движения, а экзоскелет екилоптера был бы просто неподъемным. Выяснилось, что броня крупнейших ракоскорпионов была достаточно тонкой и, вероятно, весила не очень много. Получается, что самое крупное членистоногое не означает «самое тяжелое». Хаулиод – маленькая рыбка с огромной пастью. Глядя на изображения хаулиодов, невозможно представить, что столь страшное существо живет на Земле одновременно с нами. Именно из-за ее внешности эту рыбу часто выбирают, чтобы продемонстрировать облик глубоководных обитателей. На самом деле длина этой рыбы в среднем не превышает 35 сантиметров. Но она способна живьем проглотить добычу, длина которой составляет до 63% от ее собственных габаритов. Для этого в процессе эволюции хаулиоды обзавелись несколькими достаточно необычными приспособлениями. Голова и пасть этой рыбы имеют непропорционально большие размеры по сравнению с остальным телом. Причем строение челюсти позволяет ей распахивать пасть до 100-110 градусов. Основной добычей хаулиодов являются другие виды рыб и ракообразные. Для того, чтобы не повредить внутренние органы при заглатывании добычи, сердце и крупные кровеносные сосуды в момент открытия пасти смещаются назад. Обитают хаулиоиды во всех морях и океанах умеренной и тропической зоны. Чаще всего они охотятся на глубинах от 500 до 1000 метров, но некоторые из них обитают на глубине до 4 километров. Кроме зубастой пасти, как и многие другие глубоководные хищники, хаулиоиды имеют на теле светящиеся элементы. С их помощью они приманивают добычу или общаются между собой. Гигантский кальмар – кракен из древних легенд. Легенды о гигантских монстрах, вооруженных щупальцами, известны человечеству с давних времен. Еще в средние века мало кто верил морякам, говорившим, что в глубинах океана обитает чудовище, которое утаскивает на дно корабли вместе с командой. Скорее всего, все эти легенды возникли после встречи с гигантскими кальмарами – архитеутисами. Всего к данному роду относят не менее 8 видов гигантских кальмаров. Большинство из них обитает в водах тропического, субтропического и умеренного поясов. Но как минимум один вид проживает ближе к Северному полюсу. По данным оценкам, длина их тела может достигать 18 метров, а масса – 1 тонны. Они обладают 10 щупальцами, одна пара из которых хватательная. Также кальмары вооружены мощным клювом, внешне похожим на клюв попугая. Этот клюв состоит из хитина и имеет уникальную структуру. У основания он более мягкий, а его конец очень прочный, что позволяет безболезненно сочленить этот инструмент с мягкими тканями. Некоторые ученые даже пытаются повторить эту конструкцию для усовершенствования человеческих протезов. Встречи человека с гигантскими кальмарами крайне редки. Эти крупнейшие в истории головоногие обитают на значительной глубине. Получить первую фотографию кальмара в естественной среде ученые смогли только в 2004 году, хотя впервые описали их в середине XIX века. Наиболее часто туши гигантских кальмаров находят выброшенными на берег. Поэтому данных об их поведении и повадках очень мало. Реально задокументировано всего несколько случаев нападения гигантских кальмаров на корабли, и все они ничем не подтверждены, кроме рассказов очевидцев. Скорее всего, реальных врагов у архитеутисов практически нет.
Известно, что они являются добычей кашалотов и своих же сородичей. О схватках гигантов подводного мира ученые судят только по следам присосок на шкуре кашалотов и по содержимому желудков китов. Считается, что у кальмара нет никаких шансов в битве против кашалота, но наблюдать такое сражение вживую никому пока не довелось. Акула-бык – прототип монстра из фильма «Челюсти». Несмотря на свои не самые большие размеры, бычья или тупоголовая акула входит в тройку самых опасных для человека видов этих хрящевых рыб. Также среди лидеров по количеству нападений на человека присутствуют белая и тигровая акулы. Но вероятность столкновения именно с бычьей акулой намного больше из-за ареала ее обитания и некоторых эволюционных особенностей организма. Максимальная длина акулы-быка не превышает 4 метров. Но такие крупные экземпляры встречаются ученым крайне редко. В среднем длина тела самцов составляет не более 228, а самок 242 сантиметров. Только представители одной популяции, обитающие у берегов Северной Америки, вырастают до 270 и 284 сантиметров соответственно. В целом, эти свирепые хищники проживают в прибрежных водах тропической и субтропической зон обоих американских континентов – Африки, Южной Азии и островов Тихого океана, вплоть до Австралии. Другие потенциально опасные для человека акулы, как правило, живут в открытом море на большом удалении от берегов. А тупорылая акула способна заходить в реки на большие расстояния от побережья. Это связано с ее жизненным циклом. В реках происходит размножение бычьих акул. Также в пресной воде они проводят первые годы своей жизни. Некоторые особенности организма этих рыб позволяют им долгое время оставаться в воде с низким уровнем концентрации солей. При этом свою добычу они ищут на поверхности, высматривая ее из глубины. Поэтому пловцы или небольшие лодки они воспринимают как возможный источник пищи. Имеются свидетельства преследования этими акулами небольших лодок. Для комфортного существования акуле-быку достаточно глубины до 2 метров. Есть мнение, что нападения, приписываемые некоторым видам пресноводных акул, на самом деле совершены именно бычьими акулами. Также во время наводнений в некоторых австралийских городах эти акулы были замечены на затопленных улицах. Именно они вдохновили Питера Бенчли на написание романа «Челюсти», по которому Стивен Спилберг снял одноименный фильм. Пиранья – небольшая рыба, которая не боится никого. Хищный нрав и кровожадность этой пресноводной южноамериканской рыбы послужили созданию множества легенд, а также художественных произведений. На самом деле, среди пираний не все являются плотоядными. Это семейство насчитывает около 30 видов. Их длина колеблется от 15 до 110 сантиметров. Наиболее знакомая широкой публике пиранья, обыкновенная, вырастает до 40-60 сантиметров. Название этих плотоядных рыб происходит из языка одного из индейских племен и означает «злая рыба». Пираньи охотятся стаями и не боятся нападать на очень крупных животных. Даже крокодилы не рискуют связываться со стаей пираний и предпочитают спасаться бегством. Но некоторые любители разводят их в аквариумах. Считается, что они не способны жить в замерзающих водоемах, но при этом быстро адаптируются к новым условиям. Известны случаи вылова пираний в Польше, Белоруссии, а также Ростовской и Свердловской областях России. Скорее всего, эти рыбы были выпущены в местные водоемы из домашних аквариумов. Относятся они к лучеперым рыбам, и их выделяют то в отдельное семейство пираньевых, то относят к семейству харациновых. Точное происхождение пираний пока неизвестно, но на территории Боливии были найдены похожие по строению и форме зубы,
имеющие возраст от 60 до 73 миллионов лет. А в отложениях возрастом около 38 миллионов лет были обнаружены зубы, точно принадлежащие пираньям. Также ученые описали как минимум один вид миоценовых пираний, живших от 5 до 22 миллионов лет назад. Эти рыбы обладают острыми треугольными зубами и укусом огромной силы. Эксперименты показали, что пиранья способна одним укусом сломать деревянную палку. Для этого в ходе эволюции их челюсть превратилась в своеобразный рычаг, создающий большое давление даже при укусе передними зубами. Удивительной особенностью пираний является умение издавать различные звуки. Извлеченные из воды рыбы лают. Также в процессе борьбы за пищу они издают звуки, похожие на удары в барабан и карканье. В завершении мы, как всегда, выражаем благодарность всем зрителям, которые досмотрели этот ролик до конца. Если вам хочется узнать больше о животных, населявших нашу планету в разное время, то советуем обратить внимание на предыдущие выпуски, размещенные на канале «Эпоха динозавров». Также в них рассказывается о появлении и эволюции различных видов организмов, развитии человеческого общества и проблемах современной экологии.